Урок 1. Подарок папе. Я спустился вниз и отдал подарок отцу. Это мило. Что ты ему подарил? Я купил ему хорошие часы, на которые он давно присматривался. Это звучит как продуманный подарок. Как он отреагировал? Мой папа подумал, что подарок был особенным и значимым. Я рад это слышать. Всегда приятно, когда кто-то ценит подарок. Да, было здорово сделать его счастливым. Подарки, которые идут от сердца, зачастую самые ценные. Я согласен. В конце концов, именно эта мысль имеет значение. Урок 2. Соус и начинки. Есть ли у вас какой-то особый соус или начинка для пасты? Пожалуй, возьму соус маринара со свежим базиликом сверху. Звучит вкусно. Маринара– такой классический выбор. Да, и свежий базилик придает чудесный аромат и вкус. Мне нравится, как из простых ингредиентов можно приготовить такое вкусное блюдо. Точно. Иногда меньше значит больше, когда дело доходит до приготовления пищи. Планируете ли вы добавить что-нибудь еще, например, сыр? Определенно. Идеальным вариантом будет щепотка пармезана. Это отличная идея. Это улучшит общий вкус. Урок 3. Маркетинговые стратегии. Я думаю, что цифровая реклама будет более эффективной для нашей компании. Я согласен. Он охватывает более широкую аудиторию и может быть более целенаправленным. Абсолютно. Нам также необходимо проанализировать наших конкурентов, чтобы увидеть, что работает для них. Это отличная идея. Изучение их стратегий может дать ценную информацию. Да, мы можем выявить пробелы на рынке, которые мы можем заполнить. Точно. Все дело в поиске наших уникальных преимуществ. Давайте соберем данные об их компаниях и посмотрим, как мы можем улучшить наши. Я очень рад погрузиться в это исследование и разработать наш подход. Я тоже. При правильной стратегии мы действительно сможем выделиться. Урок 4. Поиск выхода на посадку. Это выход на посадку на наш рейс. Да, ваши ворота находятся в конце этого коридора, ворота номер 7. Спасибо. Я ценю помощь. Без проблем. В крупных аэропортах легко заблудиться. Точно. Я всегда чувствую облегчение, когда вовремя нахожу свои ворота. Я тоже. Важно прийти пораньше, чтобы избежать спешки в последнюю минуту. Определенно. Мне нравится поселиться и расслабиться перед посадкой. Это разумный подход. Это дает вам время подготовиться к полету. Сейчас я пойду к выходу 7. Еще раз спасибо за вашу помощь. Урок 5. Быть сильным. Мы встретим агрессию и недобросовестность решительно и решительно. Это мощное заявление. Важно твердо стоять в своих ценностях. Да, и перед всеми народами мы будем говорить о правах угнетенных. Абсолютно. Пропаганда жизненно важна для создания позитивных изменений. Вместе мы можем изменить ситуацию и вдохновить других присоединиться к нам.
Да, единство и сила нашего послания могут привести к большему воздействию. Я считаю, что устойчивость является ключом к решению проблем лицом к лицу. Я согласен. Наша решимость может проложить путь к лучшему будущему. Давайте и дальше поддерживать друг друга в этом важном деле. Урок 6. Голосовые помощники. Я также ценю постоянные обновления и новые функции этих голосовых помощников. Да, они становятся умнее и полезнее. Впечатляет, как они со временем учатся на наших предпочтениях. Точно, они могут значительно облегчить повседневные задачи. Мне нравится иметь возможность устанавливать напоминания или задавать вопросы без помощи рук. Это так удобно. Это экономит время, когда ваши руки заняты. Кроме того, они все больше интегрируются в наши умные дома. Да, управлять освещением и бытовой техникой с помощью голосовых команд. Это потрясающе. Не могу дождаться, чтобы увидеть, какие новые функции будут добавлены дальше. Урок 7. Защита наших детей. Я жажду смеха наших детей, потому что никто больше не будет пытаться застрелить их или продать им наркотики. Это сильное чувство. Каждый ребенок заслуживает безопасной среды. Точно. Создание мирного сообщества имеет важное значение для их будущего. Да, душераздирающе думать о детях, растущих в страхе. Мы должны работать вместе, чтобы обеспечить им светлое и безопасное будущее. Абсолютно. Наша обязанность — защищать их безопасность. Я верю, что позитивные изменения возможны, если мы объединим наши усилия. Да, вместе мы сможем создать заботливое пространство для каждого ребенка. Давайте продолжим поддерживать инициативы, направленные на благополучие детей. Урок 8. Управление высшего порядка. Правительство людей должно подняться на более высокий уровень. Да, тот, который заполняет пробелы, оставленные случайностью или Для мудростью. лидеров крайне важно стремиться к большей честности и целеустремленности. Абсолютно. Управление должно отражать лучшие качества человечества. Я верю, что этическое лидерство может привести к долгосрочным изменениям. Да, и это важно для укрепления доверия внутри сообществ. Нам нужны лидеры, которые ставят во главу угла благополучия всех граждан. Точно. Сострадательный подход может преодолеть разногласия и способствовать единству. Давайте поощрять дискуссии вокруг этих важных идей. Урок 9. Инстинкты и поведение. Удивительно, как инстинкты управляют различными видами поведения, такими как воспитание детей, спаривание или драки. Абсолютно. Эти инстинкты играют решающую роль в выживании и воспроизводстве. Да, и они могут влиять на то, как мы взаимодействуем друг с другом и с окружающей средой. И интересно наблюдать, как разные виды по-своему проявляют эти инстинкты. Определенно. Например, некоторые животные инстинктивно проявляют заботливое поведение. Точно. Удивительно, как такое поведение обеспечивает выживание их потомства. Ритуалы спаривания часто также управляются инстинктом и призваны привлечь партнеров. Да, эти ритуалы могут быть весьма сложными
и за ними интересно наблюдать. Понимание этих инстинктов помогает нам оценить сложность жизни. Урок 10. Поиск предложений. Стоит ли нам также обращаться к нашим коллегам за предложениями? Это отличная идея. У них может быть ценная информация, которую мы не учли. Точно. Сотрудничество может привести к более творческим решениям. Да, и это помогает создать ощущение командной работы в офисе. Я считаю, что их взгляды могут значительно улучшить наш проект. Абсолютно. Различные точки зрения часто могут привести к лучшим результатам. Давайте составим список вопросов, которые помогут нам в обсуждении с ними. Хороший план. Таким образом, мы можем сосредоточиться на тех областях, где нам нужен вклад. Я с нетерпением жду того, что все скажут. Урок 11. Рестораны поблизости. Есть ли поблизости еще какие-нибудь рестораны, которые мы можем посетить? Да, всего в нескольких кварталах отсюда есть мексиканский ресторан. Звучит заманчиво. Я люблю мексиканскую еду. Я тоже. У них отличная тако и вкусный гуакамоле. Я мог бы пойти попробовать острую сальсу прямо сейчас. Определенно. Это идеальный способ начать трапезу. Должны ли мы сначала проверить меню онлайн? Это хорошая идея. Это поможет нам решить, что заказать. Я с нетерпением жду возможности попробовать что-то новое сегодня. Урок 12. Отключение уведомлений. Я подумывал отключить уведомления на телефоне. Это умно. Меня часто отвлекают постоянные оповещения. Да, может быть сложно сосредоточиться, когда телефон постоянно гудит. Точно. Уменьшение отвлекающих факторов может повысить производительность. Я хочу больше присутствовать в своих задачах и меньше реагировать. Это отличная цель. Приятно иметь возможность непрерывно концентрироваться. Начну с отключения несущественных уведомлений. Хорошая идея. Это поможет вам сосредоточиться на том, что важно. Я дам вам знать, как идут дела. Урок 13. Создание успокаивающей атмосферы. Я думаю, что эти цвета могут усилить естественную атмосферу комнаты. Да, они действительно создают успокаивающую и привлекательную атмосферу. Точно. Мягкие зеленые и синие тоны могут сделать пространство спокойным и расслабляющим. Я согласен. Важно выбирать цвета, которые способствуют миру. Задумывались ли вы о включении каких-либо конкретных предметов декора? Я подумываю добавить несколько растений, чтобы вдохнуть больше жизни. Это отличная идея. Растения действительно могут улучшить качество воздуха. Да, и они добавляют в помещение нотку природы. Не могу дождаться, чтобы увидеть, как все сложатся. Урок 14. Исследование действий. Чем еще вы занимались во время поездки? Я покатался на гондоле в Венеции, и это было волшебно. Это звучит потрясающе. Я всегда хотел испытать это. Да, скользить по каналам и видеть архитектуру было незабываемо.
Могу только представить, как это было красиво. Это действительно было похоже на шаг назад во времени. Пробовали ли вы какую-нибудь местную еду, пока были там? Да, мне понравилась настоящая итальянская пицца и мороженое. Это то, что обязательно нужно иметь при посещении Италии. Урок 15. Увлечение водными видами спорта. Определенно. Я также с нетерпением жду возможности заняться водными видами спорта. Это звучит захватывающе. Какие мероприятия вы имеете в виду? Я бы хотел попробовать заняться кайкингом и, возможно, даже покататься на доске с веслом. Это отличный выбор. Они дадут нам возможность исследовать береговую линию. Да, и я слышал, виды свода потрясающие. Абсолютно. Это уникальная точка зрения, которую трудно превзойти. Давайте обязательно запланируем время для этих занятий во время нашей поездки. Да, мне не терпится испытать острое ощущение от пребывания на воде. Это будет приключение, которое мы не забудем. Урок 16. Предпочтение в отношении сэндвичей. Что ты предпочитаешь сегодня на обед? Мне, пожалуйста, сэндвич с индейкой, салатом и помидорами. Звучит вкусно. Турция– отличный выбор для сэндвича. Да, а добавление свежих овощей делает его еще полезнее. Вы предпочитаете какой-то конкретный сорт хлеба для своего сэндвича? Я люблю цельнозерновый хлеб. Это добавляет приятную текстуру и вкус. Это хороший выбор. Это питательно и сытно. Точно. Я всегда чувствую себя удовлетворенным после хорошего сэндвича с индейкой. Давайте обязательно подберем для этого все ингредиенты. Урок 17. Управление тревогами. В последнее время я думаю о своих тревогах. Это нормально иногда чувствовать себя так. Задумывались ли вы о сокращении ненужных расходов? Да, это могло бы помочь облегчить финансовый стресс. Точно. Сокращение расходов может дать вам больше душевного спокойствия. Я смотрю на свой бюджет и вижу, где я могу сэкономить. Это умный ход. Каждая мелочь с течением времени складывается. Я хочу сосредоточиться на самом важном и отпустить лишнее. Это отличный подход. Упрощение жизни может привести к уменьшению беспокойства. Я согласен. Мне приятно взять под контроль свои финансы. Урок 18. Эффективное общение. Иногда я предпочитаю передавать свои чувства через тексты. Это понятно. Текстовые сообщения могут быть более удобными для многих. Точно. Но я также чувствую, что тон может потеряться в письменных сообщениях. Да, именно поэтому для важных разговоров я предпочитаю видеозвонки. Видеозвонки позволяют улучшить эмоциональную связь, вам не кажется? Абсолютно. Вы можете видеть выражение лица и слышать тон голоса. Это существенно меняет понимание друг друга. Да, и это помогает избежать недоразумений, которые могут возникнуть из текстов. Давайте возьмем за привычку использовать видеозвонки для более личных обсуждений. Урок 19. Спортивная культура.
Спорт играл важную роль в британской культуре X века. Да, именно футбол распространился по миру гораздо более быстрыми темпами. Абсолютно. Он стал значительной частью многих сообществ. Футбол объединял людей и создавал чувство идентичности. Я читал, что в то время были созданы первые официальные футбольные клубы. Да, и они заложили основу для профессиональных лиг, которые мы видим сегодня. Удивительно, как спорт может влиять на культуру и социальную динамику. Определенно. Спорт часто отражает социальные ценности и изменения. Я рад видеть, что футбол по-прежнему остается любимым видом спорта во всем мире. Урок 20. Сбор информации. Определенно. Всегда полезно заранее собрать информацию. Да, это помогает нам принимать обоснованные решения для продвижения вперед. Знание контекста может существенно повлиять на наше планирование. Точно. Это позволяет нам предвидеть проблемы и возможности. Нам также следует обратиться к нашим контактам и узнать их мнение. Это умный ход. Сотрудничество часто приводит к лучшим результатам. Давайте составим контрольный список информации, которую нам нужно собрать. Хорошая идея. Это поможет нам оставаться организованными и сосредоточенными. Жду, когда все соберу и пойдут дальше. Урок 21.0. Исторические перемены. Ассоциация профессиональных игроков в гольф отменила правила только для европеоидов только в 1961 году. Да, это важный момент в истории спорта. Интересно посмотреть, как далеко продвинулся спортивный мир с тех пор. Абсолютно. Инклюзивность необходима для развития любого вида спорта. Да, это позволяет расширить разнообразие талантов и точек зрения. Я думаю, что важно признать эти изменения и их влияние. Определенно. Давайте продолжим обсуждение того, как спорт может продолжать развиваться. Мне бы это понравилось. Интересно думать о будущем легкой атлетики. Да, вместе мы сможем поддержать позитивные изменения в спорте. Урок 22. Поддерживающие отношения. Конечно, очень важно тщательно все спланировать. Есть идеи? Да, я думал о том, чтобы составить список людей, которые меня вдохновляют. Звучит как отличное начало. Четкое ведение помогает. Точно. Я хочу окружить себя поддерживающими людьми, которые меня ценят. Это так важно. Это имеет огромное значение в нашей жизни. Я согласен. Знание того, что у меня есть надежная система поддержки, утешает. Давайте подумаем, как укрепить эти связи. Мне бы это понравилось. Создание сети позитива может оказаться очень полезным. Да, вместе мы сможем поднять друг другу настроение и добиться многого. Урок 23. Планирование поездки. Ключом к получению максимальной пользы от путешествия является правильное планирование. Согласованный. Я в восторге от нашей поездки. Давайте удостоверимся, что мы охватываем все необходимое. Абсолютно.
Планирование маршрута может гарантировать, что мы увидим все, что хотим. Да, и нам также следует оставить место для спонтанности, чтобы исследовать что-то новое. Отличная идея. Некоторые из лучших впечатлений приходят от незапланированных приключений. Мне не терпится попробовать местную еду и познакомиться по пути с новыми людьми. Да, погружение в культуру будет незабываемым. Давайте также изучим достопримечательности, которые обязательно нужно посетить, прежде чем отправиться Определенно. в путь. Это поможет нам максимально эффективно использовать время и наслаждаться каждым моментом. Урок 24. Экономические решения. Земля принадлежала нескольким богатым землевладельцам, которые принимали важные решения. Да, они решили, что смогут заработать на земле больше, если выселят арендаторов. Печально, что прибыль часто приходит за счет домов людей. Абсолютно. Многие семьи лишились средств к существованию из-за такого выбора. Это подчеркивает важность справедливой жилищной практики в нашем обществе. Да, мы всегда должны защищать право пострадавших. Давайте продолжим обсуждение того, как мы можем способствовать более справедливым решениям. Мне бы это понравилось. И изменения начинаются с осознания и действий. Вместе мы можем изменить ситуацию в нашем сообществе. Урок 25. Экономия места. Интерес к минималистской жизни также может помочь сэкономить пространство. Да, удивительно, сколько беспорядка мы накапливаем со временем. Упрощение нашего окружения может привести к более мирной обстановке. Я обязательно поищу какие-нибудь организационные инструменты, которые помогут в этом. Это умный ход. Наличие плана может облегчить процесс. Кроме того, очень приятно навести порядок и создать свежую атмосферу. Точно. Давайте мотивировать друг друга поддерживать порядок в пространстве. Мне бы это понравилось. С поддержкой всегда легче оставаться на правильном пути. Да, давайте превратим это в веселое испытание. Урок 26. Покупка продуктов. Молоко звучит хорошо. Куда вы обычно ходите за продуктами? Я часто делаю покупки на местном рынке. У них есть свежие продукты и выгодные предложения. Это звучит прекрасно. Поддержка местного бизнеса всегда хороший выбор. Да, приятно осознавать, что я вношу свой вклад в развитие сообщества. Плюс качество продукции обычно намного лучше. Абсолютно. Я люблю находить свежие ингредиенты для своих блюд. Давайте как-нибудь спланируем поход за продуктами вместе. Это было бы весело. Мне бы хотелось вместе с вами исследовать новые магазины. Да, и мы можем делиться идеями рецептов, пока ходим по магазинам. Урок 27. Историческая рефлексия. Мои соотечественники, сейчас мы пережили 10 лет после середины столетия, ставшего свидетелем четырех значительных перемен. Да, важно задуматься о том, как далеко мы продвинулись и с какими проблемами столкнулись. Абсолютно. Эти события сформировали нашу идентичность и ценности. И я думаю, что очень важно извлечь уроки из нашей истории, чтобы построить лучшее Да, будущее. понимание прошлого помогает нам ценить настоящее. Давайте продолжим дискуссию о нашей истории и ее влиянии.
Мне бы это понравилось. Обмен мнениями может обогатить наше понимание. Да, это прекрасный способ почтить наш коллективный опыт. Мне не терпится узнать больше о нашей общей истории. Урок 28. Увлечение путешествием. Есть ли какие-то конкретные достопримечательности или города, которые вам хотелось бы посетить? Да, я действительно с нетерпением жду исторических мест и культурного опыта. Это звучит потрясающе. История добавляет глубины путешествиям. Абсолютно. Мне нравится погружаться в местную культуру. Давайте составим список достопримечательностей, которые обязательно нужно посетить в нашей поездке. Отличная идея. Это поможет нам максимально эффективно использовать наше время. Мне также очень нравится пробовать местную кухню в каждом городе. Да и да. Это огромная часть впечатлений. Мне не терпится вместе создать незабываемые воспоминания. Урок 29. Находки из продуктов. Они находятся на нижней полке второго прохода. Вы продаете здесь органические фрукты? Да, у них отличный выбор органических продуктов. Это фантастика. Я предпочитаю органические продукты, когда это возможно по соображениям здоровья. Абсолютно. Также здорово поддерживать методы устойчивого ведения сельского хозяйства. Да, и органические фрукты зачастую вкуснее. Я полностью согласен. Свежесть решает все. Давайте обязательно подберем разнообразные фрукты на неделю. Отличная идея. Красочный ассортимент одновременно полезен и привлекателен. Мне не терпится увидеть, какие вкусные блюда мы можем приготовить. Урок 30. Водные пути и города. Река Миссисипи впадает в озеро Онтарио в Канаде. Да, интересно подумать о том, насколько связаны наши водные пути. Абсолютно. Название города Нигер на озере верно. Да, это правильно. У него очень богатая история, связанная с рекой. Мне нравится, что реки играют решающую роль в развитии городов. Да, они часто предоставляют ресурсы и маршруты транспортировки. Давайте вместе узнаем больше об истории этого края. Мне бы это понравилось. Всегда интересно узнавать о местном наследии. Да, понимание этих связей повышает наше понимание этой земли. Урок 31. Советы по работе в сети. Да, лучше сначала предложить свою карту и попросить взамен свою. Это имеет смысл. Это показывает уверенность и инициативу в налаживании связей. Точно. Это задает позитивный тон разговору. Я ценю такой подход. Это кажется более привлекательным. Да, и это может привести к более значимым связям. Я запомню этот совет на следующем сетевом мероприятии. Большой. Чем комфортнее вы себя чувствуете, тем лучше будет ваше взаимодействие. Абсолютно. Я очень рад применить это на практике. Давайте продолжим поддерживать друг друга в построении наших сетей. Урок 32. Информация о путешествиях. Ключом к получению максимальной пользы от путешествия является открытость к новым приключениям. Я полностью согласен. Каждая поездка
Это возможность учиться и расти. Да, очень важно изучать разные культуры и пробовать новые блюда. Я в восторге от нашей поездки. Давайте обязательно воспользуемся каждым моментом. Определенно. Планирование сочетания мероприятий сделает процесс интересным. Мне не терпится открыть для себя местные достопримечательности и скрытые сокровища. Да, и общение с местными жителями может еще больше обогатить наш опыт. Абсолютно. Их идеи могут привести нас к лучшим местам. Давайте будем следить за уникальными впечатлениями на этом пути. Урок 33. Доверие к инновациям. Люди доверяли этому новому методу гораздо больше, чем старым методам. Да, интересно, как инновации могут так быстро изменить взгляды. Абсолютно. Новые методы часто приносят лучшие результаты и эффективность. Я считаю, что важно оставаться открытым к изменениям и улучшениям. Да, гибкость может привести к значительному прогрессу. Я согласен. Охват новых идей имеет решающее значение для роста. Давайте продолжим обсуждение того, как мы можем применять инновационные методы в нашей работе. Мне бы это понравилось. Это может привести к захватывающим возможностям. Да, вместе мы можем способствовать развитию культуры творчества и прогресса. Урок 34. Уход за животными. Для птиц у них были семена и клетки. Был также раздел с рыбой. Звучит как прекрасная установка для ухода за домашними животными. А важно обеспечить надлежащую среду обитания и питания. Абсолютно. У каждого животного есть уникальные потребности, которые необходимо удовлетворять. Мне нравится, как ответственное владение домашними животными может сделать животных счастливыми. Да, и приятно видеть, как они процветают в ухоженной среде. Давайте обязательно научим других правильному уходу за животными. Я согласен. Осведомленность может иметь существенное значение. Вместе мы можем способствовать развитию доброты ко всем существам. Урок 35. Процесс выбора жюри. Адвокаты часто стремятся уволить присяжных, которые не проявляют симпатии к их делу. Это правда. Это важная стратегия в юридическом процессе. Например, адвокаты могут попытаться обеспечить более благоприятное мнение присяжных. Точно. Им нужны присяжные, которые смогут понять их аргументы. Удивительно, как процесс отбора может повлиять на результат. Да, происхождение и убеждения каждого присяжного заседателя могут сыграть значительную роль. Это действительно подчеркивает сложность системы правосудия. Абсолютно. Понимание этой динамики имеет решающее значение для любого, кто изучает право. Давайте продолжим изучать эту тему. Это довольно интригующе. Урок 36. Скоростные поезды. Слышали ли вы о новых скоростных поездах? Да, они путешествуют с высокой скоростью около 300 километров в час. Это невероятно. Это значительно ускоряет путешествие на дальние расстояния. Абсолютно. Это меняет правила игры как для пассажиров, так и для путешественников. Мне нравится идея добраться до места назначения в кратчайшие сроки. И комфорт на борту, как правило, тоже на высшем уровне. Конечно,
Это современный способ путешествовать эффективно.